Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку необыкновенно просто вкусный и очень легкий торт «Ласточка». Торт этот очень легкий во вкусе, он не похож на другие торты. Здесь очень гармонично сочетаются все начинки и даже крем для его украшения. Торт этот недорогой, совсем посредством, готовится он из самых простых и доступных продуктов. Готовить его будем без дорогостоящих сыров и сливок. Итак, сначала приготовим бисквит. 180 грамм муки, 35 грамм какао-порошка и 1 чайная ложка с небольшой горкой разрыхлителя. Это примерно 3 грамма. 6 яиц, достаточно крупных, я разделяю на желтки и белки. То есть это, можно сказать, отборные категории. В Германии это размер L. Желтки пока что отставлю в сторону. Начинаю взбивать белки. Добавляю к 6 белкам 8 грамм ванильного сахара. Также добавляю в белки 220 грамм сахара, добавляю туда небольшую щепотку соли и взбиваю всю эту смесь примерно 1 минуту. После этого я добавляю туда 15 грамм кукурузного крахмала. И вот с крахмалом теперь я взбиваю всю эту массу где-то около 3 минут. Пики будут вот такие слегка подрагивающие, это нормально. И теперь я ввожу туда все желтки к белкам. Прорабатываю примерно по полминуты. Вообще по одному желтку следует добавлять. У меня здесь сразу упало 2 желтка, но это нормально. Ничего страшного, масса не осядет. И по полминуты я прорабатываю каждый желток. Масса должна в итоге у нас получиться очень пышной, очень такой воздушной. И в итоге она будет очень хорошо держать рельеф. Прохожусь еще под конец лопаткой, чтобы ничего не осталось на донышке. И просеиваю туда сейчас в 3 приема всю сухую смесь. И также между введениями сухой смеси я буду вливать туда 150 мл молока. То есть ввели 1 часть сухой смеси, добавляем немного молока. В общей сложности 150 мл молока комнатной температуры. Масса не осядет от молока. Наоборот, промешиваться сухая смесь будет легче. Здесь я взяла венчик для того, чтобы масса размешивалась лучше. Так, я ввела сейчас всю сухую смесь. Добавляю туда под конец остаточки молока. Я все вам ингредиенты, естественно, напишу в описании. И обязательно прохожусь лопаткой под конец. Форма у меня здесь для выпекания 28 на 18 сантиметров. Также можно брать круглую форму для выпечки 24-26 сантиметров в диаметре. Выпекать корж я буду при температуре 175 градусов Цельсия. В режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне примерно 45 минут. И в это время я приготовлю апельсиновую начинку. 3 яйца среднего размера я хорошо промыла, продезинфицировала очень крепким алкоголем и разделяю их на желтки и белки. Ни капля желтков не должна попасть в белки. Мне здесь понадобится в этом рецепте и желтки, и белки. Я сняла цедру с 2 больших апельсинов. Здесь у меня 60 грамм сахара, добавляю туда всю цедру и перемешиваю. Апельсины, с которых будете снимать цедру, должны быть очень хорошо промыты от всех химикалий. Я обычно для этих начинок беру всегда апельсины с пометкой «Био». То есть они не обработаны химикалиями сверху. Сейчас, пока мы будем готовить сок, пока мы будем готовить другие ингредиенты, сахар с цедрой объединятся, и аромат цедры раскроется сильнее. И сейчас выжимаю сок из апельсинов. Мне понадобится 300 мл сока, вот сейчас я довожу до кипения, и еще 100 мл сока я буду вмешивать в сухую смесь. Здесь у меня 20 грамм кукурузного крахмала, добавляю туда сахар с цедрой, все перемешиваю. Вливаю туда еще 100 мл апельсинового сока. То есть в общей сложности для этого рецепта нам понадобится 400 мл апельсинового сока. 3 желтка, которые я подготовила заранее. Перемешиваю желтки, чтобы разбились пленочки. Вливаю желтки вот к этой смеси с цедрой. Перемешиваю. И сейчас в закипающий апельсиновый сок я ввожу при непрерывном помешивании всю эту желтковую смесь. И буду сейчас уваривать на умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании всю эту смесь до закипания. Когда пойдут первые пузыри, первые признаки кипения, провариваю еще примерно 30 секунд. Смесь загустеет, снимаю с огня.
Добавляю сейчас в эту массу 50 грамм холодного сливочного масла. Таким образом смесь быстро остывает. И сейчас обязательно все это перетираю через сито. Вся цедра, где-то может быть белок, там остаточки подзаварился. Все это останется на сите. Накрываю сейчас пищевой пленкой в контакт и остужаю до комнатной температуры. Итак, бисквит у меня испекся. Проверяю его сейчас для вас деревянной шпажкой. Она выходит из бисквита сухая и чистая. Как только я могу дотрагиваться до формы, я сразу же вырезаю бисквит из формы. По сути, это будет на вкус практически как классический бисквит, но уже через пару часов можно с ним работать. Переворачиваю его сейчас на решетку дном вверх и даю ему полностью до комнатной температуры остыть вот в таком виде. И когда он уже у меня полностью остыл, я убираю его на пару часов в холодильник вот так вот в пакете. И в это время я готовлю заварной крем. 400 мл молока я довожу до кипения. 40 грамм кукурузного крахмала, небольшая совсем щепоточка соли, 8 грамм ванильного сахара, 90 грамм сахара. Перемешиваю все это до однородности. Вливаю туда 100 мл молока. И в закипающее молоко я вливаю при непрерывном помешивании всю эту смесь с крахмалом. Довожу до кипения. Как только пойдут первые пузыри, провариваю еще 30 секунд и снимаю с огня. Переливаю сейчас в емкость, где у меня смесь будет остывать до комнатной температуры. Емкость беру большую, чтобы быстрее остыла. Итак, пока остывает смесь, бисквит у меня уже пару часов провел в холодильнике. Я его сразу же нарезаю. Бисквит очень неприхотливый. Он требует пропитки, он идеально нарезается с очень легким вкусом классического бисквита. Он абсолютно ненавязчиво ощущается в торте. Шапочка мне сейчас понадобится для обсыпки боковинок торта. Торт вообще по вкусу будет очень-очень легким. И самый верхний корж я разрезала пошире, чем остальные два коржа. Он у меня будет нижним в этом торте. Заварная основа у меня остыла до комнатной температуры. Я ее слегка расшевелила. 200 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю до побеления и пышности. И вот так буквально по 2 столовые ложки я добавляю к маслу всю заварную основу и прорабатываю быстро, просто до объединения миксером. Таким образом я ввожу всю заварную основу в крем и быстро прорабатываю все это миксером. Ничего здесь я долго не взбиваю. Чем дольше взбивается уже проваренная крахмальная основа, тем более жидким у нас будет крем. И масло и заварная основа должны быть не холодными, комнатной температуры обязательно. Вот такой легкий немецкий пудинговый крем у нас получился масляный. Апельсиновая начинка остыла до комнатной температуры. Она должна быть подвижной именно в этом торте. По сути, это одна из разновидностей апельсинового курда. И апельсиновую начинку, и заварной крем я поделила на 2 равные части и разложила их по кондитерским мешкам. Немного заварного крема я наношу на нижний корж. Делаю обязательно бортик. Бортик еще раз надставляю остатками крема, чтобы у меня получилась такая коробочка. И в эту коробочку я сейчас буду вливать весь мой апельсиновый курд. То есть мы должны сделать бортики. Здесь идеальное количество вот этого курда именно на каждый корж. То есть начинка должна быть очень сочной в этом торте. Коржи я обязательно пропитываю. Для пропитки я беру просто молоко, потому что сладкая пропитка здесь уже не нужна. Здесь главный дуэт в этом торте играет именно апельсиновая начинка и итальянская меренга, то есть белково-заварной крем, которым мы будем украшать этот торт. Сочетание цитрусовой начинки и итальянской меренги – это просто незабываемо вкусное сочетание. И бисквит, и вот этот пудинговый масляный крем – это просто дополнение к этому дуэту, скажем так. Очень вкусный, очень яркий торт во вкусе. Если вы не любите по каким-то причинам цитрусовые начинки, вы можете вместо апельсиновой начинки брать здесь клюкву. Никакую малину, вишню я брать не советую. Вот именно нужна такая острая кислинка, как у цитруса, либо же как у клюквы. И также вы можете сделать клюквенное пюре и проварить его с желтками. Все сделать то же самое, что мы делали здесь с апельсином. Возможно, сахара вам понадобится на клюкву тогда побольше, чем на апельсин. Итак,
Я собрала весь торт. Крошку я измельчила в измельчителе. Посыпаю, это то, что у нас была шапочка у бисквита. И готовлю сейчас белково-заварной крем, итальянскую меренгу. Здесь итальянская меренга сверху – это не просто украшение, это продолжение начинки. То есть это все объединяется в один вкус. Она здесь нужна обязательно. Белки сейчас на это время я убирала также в холодильник. Здесь получилось примерно 100 грамм белка. Для этого торта я использовала яйца среднего размера. Вот чтобы получилось от 3 яиц примерно 100 грамм белка. 8 грамм ванильного сахара добавляю в белки. Для сиропа я беру 250 грамм сахара. Я думаю, что мерная кружка найдется в каждом хозяйстве. Если нет у вас даже такой кружки, можете использовать стакан. Здесь 75 миллилитров воды. Комнатной температуры можно брать. Просто заливаю сахар сверху. И сразу же отправляю все это на плиту и довожу этот сироп до кипения. Сейчас на самом высоком делении я довожу сироп до кипения. Из 9 на 9 я буду кипятить этот сироп. При разделении яиц ни капля желтка не должна попасть в белки. Это тоже важно. Посуда должна быть идеально чистой. И для сиропа, и для взбивания белков. Яйца предварительно, очень свежие яйца нужно брать, промоем и обязательно продезинфицировать, желательно спиртом сверху. С момента закипания сироп должен кипеть ровно 3 минуты. По прошествии 3 минут я добавляю туда половину чайной ложки лимонной кислоты, без горки. И как только добавили кислоту в сироп, сразу же начинаем на самой высокой скорости миксера взбивать белки. Как только прошла 1 минута с момента введения в сироп лимонной кислоты, снимаем сироп с огня. Все время варили сироп на полном огне, на 9 делении из 9. И тонкой струйкой с края вводим сироп в белки. Сироп здесь не должен быть ни белесым, то есть недоваренным, но и не карамельного такого густого цвета. То есть он должен быть вот такой, как я вам показываю в видео. Иначе крем у вас будет, если он переварится, сироп, и будет очень высокой температуры, крем будет горьким. Сейчас также на полной скорости миксера, как и изначально, я взбиваю всю белковую массу при непрерывном введении в эту массу сиропа. Тонкой струйкой. Сироп у меня примерно сейчас где-то 123 градуса Цельсия, если это говорить. Берите для этого обязательно ковшик с толстым дном. Вот это очень важно. Сейчас, как только мы ввели весь сироп, мы взбиваем всю эту массу. Я взбиваю своим маломощным ручным миксером 300 Вт. Примерно 8-10 минут. Как только начнут появляться характерные для этого пустоты, то есть чтобы мы увидели, что крем белково-заварной итальянская меренга готов, как только начнут появляться эти пустоты, это означает, что можно уже завершать процесс взбивания. Вот смотрите, сейчас я вам буду показывать эти пустоты. Вам будет трудно как бы прокручивать венчики миксера в этом креме. Видите, начинаются вот эти пустоты характерные. Значит, крем уже готов. Полости вот такие огромные появляются. Крем получается очень устойчивым. Моим миксером я взбивала 8 минут. Крем идеально держит форму. Из него можно делать любые украшения. Крем этот подходит именно для украшения тортов, пирожных и капкейков. Итак, сейчас перекладываем весь крем в кондитерский мешок. Этим кремом можно также выравнивать торты и украшать. Итак, я сразу же на подготовленный торт отсаживаю вот такие незатейливые завитки. Кондитерская насадка здесь у меня 1М, очень распространенная насадка. Украшать вы можете из любой насадки. Что у вас есть под рукой, можете просто даже из пакета для замораживания продуктов украшать. Также можете нанести белковый крем и ложкой. Самое главное здесь итальянскую меренгу, вот этот белково-заварной крем, наносить еще, можно сказать, в теплом виде на торт.
чтобы у вас все идеально получилось. Торт я убирала сейчас на пару часов в холодильник. После этого он хорошо очень отстоялся. Он прекрасно уже нарезается. Можно ему дать и ночь настаиваться в холодильнике. Если вы правильно сварили белковый крем, у вас меренга никуда не растечется. Вот такой идеальный разрез у него получается. Именно сочетание всех вкусов здесь играют очень большую роль. Особенно начинка и итальянская меренга сверху. Если вы захотите этот торт делать круглым, и если вы захотите его украшать уже профессионально, я очень советую сверху также украшать его белково-заварным кремом. Это неотъемлемая часть вкуса этого торта. Это именно итальянская меренга сверху. Она здесь идеально звучит в дуэте вот с этой апельсиновой начинкой. При надламывании вилкой видно, насколько нежнейший этот торт. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.